Кажется, БРИКСу немножко конец. Евросоюз и Латинская Америка подписали соглашение о зоне свободной торговли после четверти века переговоров. Трамп объявил тарифную войну странам НАТО за то, что не хотят отдавать Гренландию. Европа разозлилась и готова поставить Трампа на место. 3/4 американцев против идеи Трампа захватить Гренландию. Свежие соцопросы. Путин использует холод против украинцев. Украинцы готовят горячие цистернами, чтобы выстоять. Протесты против миграционной политики Трампа в Миннеаполисе. Демократия по-гвинейски. Сначала устроил переворот, потом стал президентом, и все согласны. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Меркосур, торговый союз стран Латинской Америки и Европейский союз подписали историческое торговое соглашение после более чем четверти века переговоров и создали крупнейшую в мире зону свободной торговли, охватывающую 700 миллионов человек и почти 20% мирового ВВП. На церемонии присутствовали президенты Аргентины, Парагвая и Уругвая, а также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва был представлен министром иностранных дел. Мы создаем крупнейшую в мире зону свободной торговли. Речь идет о рынке на 700 миллионов человек и почти 20% мирового ВВП. Это феноменально. И это соглашение посылает миру очень сильный сигнал. Оно отражает ясный и обдуманный выбор. Мы выбираем справедливую торговлю вместо тарифов, продуктивное долгосрочное партнерство вместо изоляции. И прежде всего, мы намерены принести реальные и ощутимые выгоды нашим гражданам и бизнесу. Реальность такова, что мы потеряли много времени на пути к этому соглашению. Мы могли бы достичь еще более выгодного результата. Могли бы сделать больше для наших людей. Поэтому сегодня я хочу бросить вызов всем. Давайте смотреть в будущее с большей смелостью, решимостью и дерзостью и углубим наш, пока еще совершенствующийся союз. Но я хочу на этом настаивать. Крайне важно, чтобы на этапе реализации дух достигнутого соглашения был сохранен. Любое введение ограничительных механизмов, таких как квоты, меры защиты или аналогичные меры, значительно снизит экономический эффект соглашения и подорвет его главную цель. Мы должны обеспечить, чтобы этого не произошло в наших парламентах. 25 лет переговоров обязывают нас показать себя на заключительном этапе. Соглашение, которое снизит торговые тарифы между регионами, получило одобрение большинства стран Европы на прошлой неделе, несмотря на критику со стороны фермеров и экологов, обеспокоенных дешевыми южноамериканскими импортными товарами и вырубкой лесов. Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этими странами территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию. Мы на протяжении многих лет субсидировали Данию, а также все страны Европейского Союза и других, не взимая с них тарифы или какие-либо иные формы вознаграждения. Теперь, спустя столетия, пришло время Дании вернуть долг. На кону мир во всем мире. Китай и Россия хотят Гренландию, и Дания ничего не может с этим сделать. В настоящее время у них в качестве защиты есть 2 собачьих упряжки, одну из которых добавили совсем недавно. Только Соединенные Штаты Америки под руководством президента Дональда Джей Трампа способны играть в эту игру и играть в нее очень успешно. Никто не посмеет посягнуть на этот священный участок земли, тем более, что на карту поставлена национальная безопасность Соединенных Штатов и безопасность всего мира. Ко всему прочему, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Соединенное Королевство, Нидерланды и Финляндия направились в Гренландию с неизвестными целями. Это чрезвычайно опасная ситуация для безопасности, защищенности и самого выживания нашей планеты.
Эти страны, играя в крайне опасную игру, ввели уровень риска, который является неприемлемым и неустойчивым. Поэтому в целях защиты глобального мира и безопасности необходимо принять жесткие меры, чтобы эта потенциально опасная ситуация была прекращена быстро и безоговорочно. Начиная с 1 февраля 2026 года все вышеупомянутые страны – Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Соединенное Королевство, Нидерланды и Финляндия – будут облагаться 10% тарифом на любые и все товары, поставляемые в Соединенные Штаты Америки. С 1 июня 2026 года тариф будет увеличен до 25%. Этот тариф подлежит уплате и будет взиматься до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полном и окончательном выкупе Гренландии. Соединенные Штаты пытались осуществить эту сделку более 150 лет. Многие президенты предпринимали такие попытки, и не без оснований, однако Дания всегда отказывалась. Теперь же, в связи с проектом «Золотой купол» и современными системами вооружений, как наступательными, так и оборонительными, необходимость приобретения становится особенно важной. В настоящее время сотни миллиардов долларов тратятся на программы безопасности, связанные с куполом, включая возможную защиту Канады. Эта чрезвычайно сложная, но исключительно эффективная система может работать с максимальной отдачей и эффективностью, с учетом углов, мер и границ. Только в том случае, если данная территория будет включена в нее. Соединенные Штаты Америки немедленно открыты для переговоров с Данией или с любыми из этих стран, которые так много поставили под угрозу, несмотря на все, что мы для них сделали, включая максимальную защиту на протяжении многих десятилетий. Благодарю за внимание к этому вопросу. Замруководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер в эфире Fox News вновь повторил позицию президента Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты должны контролировать Гренландию, заявив, что Дания не способна ее защитить. Напомним, начальница Миллера Сьюзи Уайлс описывала Миллера как одного из своих беспринципных цепных псов, призванных разрушить прежнюю политическую систему. Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности США. Новым измерением международной конкуренции становится полярное соперничество. Именно там наши противники и конкуренты все активнее вкладывают ресурсы в контроль передвижения, навигации и транспортных маршрутов в полярных арктических регионах. Гренландия на 25% больше Аляски. По размерам она сопоставима с четвертью континентальной части Соединенных Штатов. Что касается Дании. Это маленькая страна с небольшой экономикой и небольшими вооруженными силами. Она не способна защитить Гренландию. Она не может контролировать территорию Гренландии ни по одному из принципов, которые существовали в международном праве в течение последних 500 лет. Чтобы контролировать территорию, нужно уметь ее защищать, развивать и заселять. Дания не прошла ни одного из этих тестов. При этом они хотят, чтобы мы тратили сотни миллиардов долларов на защиту территории, которая на 25% больше Аляски, полностью за счет США. Но при этом говорят: да, вы это делаете, но территория на 100% принадлежит Дании. Это невыгодная сделка, это несправедливая сделка. И что важнее всего, она несправедлива по отношению к американским налогоплательщикам, которые на протяжении поколений субсидировали оборону всей Европы. Американские деньги, американские ресурсы, американская кровь и американская изобретательность. Вот что делает Европу и свободный мир безопасными. И Дональд Трамп настаивает на том, чтобы к нам относились с уважением. Премьер-министр королевства Дания Лёкки Расмуссен практически моментально отреагировал на публикацию Дональда Трампа и попытался мягко указать, что президент США говорит не совсем правду. Заявление президента стало неожиданностью. Цель увеличенного военного присутствия в Гренландии, о котором он говорит, как раз и заключается в повышении безопасности в Арктике. Мы находимся в тесном контакте с Европейской комиссией и другими партнерами по этому вопросу. Европейские лидеры готовят скоординированный ответ на введение дополнительных пошлин США против 8 стран, которые выступили против американской аннексии Гренландии. Европейский Союз всегда будет твердо отстаивать международное право, где бы то ни было, и, разумеется, прежде всего на территории государств, членов Европейского Союза. В настоящий момент я координирую совместный ответ стран ЕС по этому вопросу. Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь подтвердил приверженность Франции суверенитету и независимости народов Европы и других стран.
Франция привержена суверенитету и независимости государств в Европе и за ее пределами. Именно это определяет наш выбор и лежит в основе нашей приверженности Организации Объединенных Наций и ее уставу. Исходя из этих принципов, мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать Украину, а также сформировали коалицию желающих ради прочного и устойчивого мира, чтобы защитить эти ценности и нашу безопасность. Именно на этой основе мы приняли решение участвовать в учениях, организованных Данией в Гренландии. Мы полностью берем на себя ответственность за это решение, поскольку на карту поставлена безопасность в Арктике и на внешних рубежах Европы. Никакое давление или угрозы не повлияют на нас ни в Украине, ни в Гренландии, ни где бы то ни было в мире, когда мы сталкиваемся с подобными ситуациями. Угрозы введения тарифов неприемлемы и неуместны в данном контексте. В случае их подтверждения европейцы ответят единым и скоординированным образом. Мы обеспечим защиту европейского суверенитета. Именно в этом духе я намерен взаимодействовать с нашими европейскими партнерами. В таком же духе звучит и заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Наша позиция по Гренландии предельно ясна. Она является частью королевства Дания, и ее будущее – дело самих гренландцев и датчан. Мы также ясно дали понять, что безопасность в Арктике важна для всего НАТО, и союзники должны делать больше сообща, чтобы противостоять угрозе со стороны России в различных частях Арктики. Введение тарифов против союзников за действия в интересах коллективной безопасности НАТО является совершенно неправильным. Мы, разумеется, будем напрямую обсуждать этот вопрос с администрацией США. Заявление немецкого правительства звучит холодно и предупреждающе. Федеральное правительство приняло к сведению заявление президента США. Оно действует в теснейшей координации с европейскими партнерами. Совместно мы примем решение о соответствующих мерах в надлежащее время. Скандинавские страны, Норвегия, Швеция и Финляндия сформулировали свое отношение к заявлению Трампа жестко. Это шантаж, а президент США перешел границы дозволенного. Даже для президента США. Вот заявление Швеции. Мы не позволим себя шантажировать. Только Дания и Гренландия принимают решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии. Я всегда буду отстаивать интересы своей страны и наших союзных соседей. Это вопрос ЕС, который затрагивает куда больше стран, чем те, которые сейчас выделяются отдельно. Швеция ведет интенсивные консультации с другими странами ЕС, Норвегией и Великобританией с целью выработки совместного ответа. Финляндия исходит из того, что вопросы между союзниками решаются путем диалога и на основе общих правил игры, а не путем давления. Укрепление безопасности в Арктике совместно с союзниками имеет для Финляндии большое значение. Именно этой цели служат координируемые союзниками мероприятия под руководством Дании в Гренландии. Европейские страны едины. Мы подчеркиваем принципы территориальной целостности и суверенитета. Мы поддерживаем Данию и Гренландию. Диалог с Соединенными Штатами продолжается. Тарифы нанесли бы ущерб трансатлантическим отношениям и могли бы привести к порочному кругу. Позиция Норвегии по этому вопросу известна. Гренландия является частью королевства Дания. Норвегия поддерживает суверенитет и территориальную целостность королевства Дания. Эту позицию мы разделяем с другими странами Северной Европы, другими европейскими государствами и Канадой. Хорошо, что встреча представителей королевства Дания и Соединенных Штатов на этой неделе завершилась договоренностью о создании рабочей группы для рассмотрения данного вопроса. В НАТО существует широкий консенсус относительно необходимости укрепления безопасности в Арктике, в том числе в Гренландии. Мы не считаем, что вопрос тарифов уместен в этом контексте. А вот как комментирует ультиматум Трампа относительно Гренландии премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Напомним, она придерживается правых взглядов и считается чуть ли не любимицей нынешнего президента США. В самые сложные моменты отношений между Европой и Америкой, например, когда после ссоры в овальном кабинете нужно было вернуть Трампа на переговорные позиции с Украиной, в Белый дом от имени всей Европы отправляется уговаривать Трампа именно она. Я всегда говорила и убеждена в этом, что считаю крайне маловероятным наземное, скажем так, военное вмешательство по вопросу Гренландии. Я считаю, что это политический вопрос, и он будет решен политическим путем. И, по моему мнению, он будет решен в том числе за счет большего участия всех союзников в регионе, который является стратегическим для всех, не только для Соединенных Штатов, но и для нас, и для Европы. Возможно, я не хочу говорить больше, но в целом примерно на том же уровне. НАТО уже зафиксировала в своих документах, что Арктика сегодня имеет стратегическое значение. То есть Альянс уже отвечает на политический вопрос, связанный с существующей проблемой. Союзники рассуждают именно в этом контексте. И я считаю, что обсуждение должно вестись в рамках НАТО, в том числе для того, чтобы, скажем так, не действовать разрозненно, верно? То есть, чтобы придать смысл предпринимаемым шагам.
Я повторю, я бы не воспринимала это, не знаю, как лучше объяснить, как фактор разобщения в наших отношениях с американскими союзниками. Я бы воспринимала это как ответ на обеспокоенность американцев и как готовность стран Европейского Союза брать на себя ответственность. Итак, президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении установить американский контроль над Гренландией после резонансной встречи представителей Америки, Дании и властей острова. Однако опрос общественного мнения показывает, американцы в целом не поддерживают эту идею. Согласно свежему опросу Reuters Ipsos, менее 1/5 граждан Соединенных Штатов одобряют попытки Вашингтона получить контроль над Гренландией. На прямой вопрос об отношении к таким усилиям 17% респондентов заявили, что поддерживают курс на приобретение Гренландии, 36% затруднились с ответом или отказались его дать, 47% выступили против. Еще более жесткая позиция у американцев по вопросу применения силы. Лишь 10% считают допустимым использование вооруженных сил США для получения новых территорий, таких как Гренландия или Панамский канал. Против этой идеи высказались 69%. Еще 21% не дали ответа. Опрос также показал, что американское общество разделено по более широкому вопросу роли США в западном полушарии. Политику доминирования Соединенных Штатов в западном полушарии поддерживают 33%. 41% выступают против. Еще 26% воздержались от ответа. Неоднозначно американцы оценивают и готовность Дональда Трампа применять военную силу по всему миру. 43% считают, что такая политика усиливает позиции США. 52%, напротив, уверены, что она их ослабляет. 5% не определились. Опрос был проведен вскоре после операции США по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, что, по мнению аналитиков, могло повлиять на восприятие американцами внешнеполитического курса Белого дома. В целом данные показывают, несмотря на жесткую риторику Трампа, идея территориальной экспансии и силового давления за рубежом не пользуется широкой поддержкой внутри самих Соединенных Штатов. Киев 10-е сутки переживает блэкаут после российских ударов по энергетической инфраструктуре украинской столицы. Жители тысяч домов, особенно в микрорайонах на окраинах, страдают от отсутствия электричества. В 16-этажках нет газовых плит, только электрические. А значит, в условиях, когда свет есть всего пару часов в сутки, приготовить горячий обед практически невозможно. У нас многоэтажка, поэтому света нет. Если нет света, плиты не работают, отопления нет. А как тогда разогреть еду, если нет света? Но ничего, мы выживаем. Мы не жалуемся. Мы выживаем и понимаем, что это идет война. Нужно терпеть. Нужно выживать. Ну, буває у кофті, а буває вдіваю дві кофти теплих, а коли ще холодно, то я вдіваю курточку. Конечно, сложно, потому что у нас электрические плиты. Дети ходят в садик, слава богу, их там кормят. А когда выходные, мы здесь. Сотням тысяч киевлян помогают волонтеры от общепита. Во дворы доставляют мобильные столовые, в которых раздают бесплатные обеды. В меню жаркое из свинины, картофеля и овощей. В холодных квартирах, когда на улице минус 14 градусов, жирная и сытная пища – именно то, что нужно. В режиме аварийной нету света, подключились к генератору. И сегодня, в данный час работаем на генераторе. И это в сутки, может быть, света могут днем дать по 1,5 часа. На сегодняшний день мы уже везем 550 обедов в Киев на ту же самую локацию. Вот так, чтобы хватило до 10 вечера. Для перевозки подстилаем, чтобы тепло ехало с-под низу. И сейчас ці ковдри накриємо, чтобы оно протушивалось, гарно отстаивалось, и было смачно. И тепло. Эти обеды готовят волонтеры организации World Central Kitchen. Одна партия – это чуть больше 500 порций еды. Их хватит на один двор микрорайона. Горячие обеды готовят на кухне в Бородянке, городе в Киевской области, практически разрушенном россиянами в первые дни полномасштабной войны и оккупации в феврале-марте 2022 года. Мы обеспечиваем тысячи обедов по всему Киеву. Каждый день стараемся делать все больше, но главное — находить, где это нужно, и доставлять в районы, которые пострадали сильнее всего. Убийство Рене Гуд сотрудниками Федеральной миграционной службы США вызвало массовые протесты. По оценкам полиции Миннеаполиса, в демонстрациях приняли участие десятки тысяч человек, которые скандировали ее имя и требовали прекращения действий ICE.
Многие протестующие обвиняют администрацию Трампа в чрезмерном применении силы и политически мотивированной кампании, направленной против местного населения. Ситуация обострилась еще больше, когда на этой неделе федеральный судья в Миннесоте выпустил временное постановление, ограничивающее действия агентов миграционной службы против мирных протестующих. Суд запретил сотрудникам Министерства внутренней безопасности задерживать или применять слезоточивый газ и другие меры против тех, кто участвует в ненасильственных демонстрациях или просто наблюдает за происходящим, если нет обоснованных подозрений в преступной деятельности. После этого в центре Миннеаполиса произошли столкновения. Крайне правый блогер Джейк Лэнг оказался лицом к лицу с протестующими против миграционной политики Трампа. Лэнг был окружен людьми, возмущенными жестокими действиями миграционной и таможенной полиции, в результате которых погибла мать 3 детей, после чего полиция вывела его с места событий. Часть толпы продолжала следовать за ним, выкрикивая лозунги. Позже Лэнга заметили с видимыми следами прямого жесткого контакта с оппонентами, когда полицейские пытались провести его через район, где проходила демонстрация. Полиция Миннеаполиса призвала людей освободить улицы и предприняла попытки взять ситуацию под контроль. Я не так много о нем знаю. Я знаю лишь то, что последние 2 дня или, может, уже неделю он здесь просто создает проблемы. Да, он был у здания Уипл, по сути, провоцировал людей, подстрекал, накалял обстановку. Я имею в виду, что именно они эскалируют ситуацию. А мы здесь просто мирно протестуем. Это похоже на оккупацию нашего города. Мы должны выйти и обозначить позицию. Я хочу, чтобы люди, у которых есть привилегия находиться здесь и не быть задержанными, выходили и боролись за свои жизни. Я здесь, чтобы выступить против фашизма. А сейчас он сосредоточен вокруг Джейка Лэнга, Чарли Кирка. Всех них. Всех тех, кто ненавидит иммигрантов, женщин и людей другого цвета кожи за то, кем они являются. Новоизбранный президент Гвинеи Мамади Думбуя официально вступил в должность в субботу на церемонии на стадионе Стад Женераль Лансанаконте в Нонго. Для страны это стало историческим переходом после 4 лет правления военной хунты к конституционно избранной власти. Думбуя убедительно победил на президентских выборах 28 декабря. За него проголосовали 86,7% избирателей. Инаугурация Думбуя, в которой приняли участие десятки африканских лидеров и зарубежные делегации, завершила долгий политический процесс, последовавший за принятием новой конституции в 2025 году и первыми за много лет выборами. Представители правительства называют это событие официальным началом Пятой Республики Гвинеи и нового этапа стабильности и национального единства. Думбуя был лидером военного переворота 2021 года, а теперь, как многие африканские лидеры, повторяет традиционную для региона политическую биографию, становясь законно избранным лидером. Сумеет ли он избежать соблазна и не превратиться в диктатора на десятилетия? Некоторые представители оппозиции призывают к более широкому политическому процессу в стране и тщательной проверке результатов выборов.